1822 году сотни таких вполне себе солидных британцев. Да, там были опытные врачи, инженеры, банкиры. Точно. Так вот, они взяли и продали вообще все свое имущество, чтобы переехать в тропический рай. Мгм. С билетом в один конец. Да, на руках у них были паспорта совершенно нового, процветающего государства, и земельные сертификаты, и даже купюры, которые были отпечатаны на минуточку на официальных станках шотландского банка. И государственные облигации тоже, с гарантированной доходностью. В 6%, да. И вот эти люди грузили вещи на корабли в таком предвкушении новой жизни. Они ждали столицу с европейскими бульварами, огромный кафедральный собор, оперный театр. И климат, который исцеляет любые болезни. Да-да, и урожай трижды в год. Но проблема заключалась ровно в одном. Этой страны просто не существовало на планете Земля. Зачем? Нигде. И в нашем сегодняшнем детальном разборе этих, просто поразительных исторических материалов мы попытаемся понять анатомию идеального обмана. Как это вообще могло произойти? Именно как в 1820-х годах один человек, шотландец, по имени Грегор МакГрегор, смог буквально из воздуха придумать страну под названием Паэс, и не просто придумать, а продать ее искушенным лондонским инвесторам. И отправить сотни людей на верную смерть. Да, и при этом уйти от правосудия. Эта история не только о какой-то феноменальной наглости, но и о том, как работают фундаментальные уязвимости финансовых рынков. Слушай, чтобы понять механику этой аферы, нам нужно сначала посмотреть на макроэкономический контекст того времени. Угу. МакГрегор ведь не действовал в вакууме. Лондон начала 20-х годов XIX века переживал, по сути, первый в истории кризис развивающихся рынков. Это то, что сейчас называют паникой 1825 года. Да, именно. После окончания долгих наполеоновских войн британская экономика проходила через мощный структурный сдвиг. Правительство начало активно выкупать старые военные долги. То есть они, грубо говоря, впрыскивали в систему огромный объем ликвидности. Совершенно верно. И в результате доходность по консолям, это такие сверхнадежные государственные облигации Великобритании, она рухнула. До скольки? До скромных 3%. Слушай, подожди, но 3% для экономики мирного времени – это вроде бы нормальный показатель. В теории, да. Почему тогда это спровоцировало такой хаос на рынках? А потому что инвесторы привыкли к высоким военным премиям. И тут они оказались на такой финансовой диете. То есть капитала было много, а надежных инструментов с хорошей доходностью мало. Именно. Начался агрессивный поиск прибыли. И тут на арену выходят новые государства Латинской Америки. Колумбия, Перу, Чили. Да, они только что сбросили испанское владычество, и им отчаянно нужен был капитал для строительства инфраструктуры. И они предлагали суверенные долги с доходностью до 6% годовых, в 2 раза больше, чем британские. И для британского капитала это был сигнал к атаке. Деньги просто полились рекой. То есть возникает такой классический рыночный ФОМО, страх упущенной выгоды. Капитал начинает слипо литься в любые бумаги с экзотическими названиями. Угу, абсолютно. Акции совместных горнодобывающих компаний типа Anglo-Mexican взлетали там с 33 до 158 фунтов буквально за месяц. Ничего себе. Но знаешь, у меня вот тут не сходится один момент. Я когда читала источники, я все думала. Лондонская биржа того времени – это ведь не сборище каких-то уличных зевак. Ну да, это элита. Аудита. Вот в этом и кроется главная уязвимость финансовой системы XIX века. Так. Тогда не существовало ни комиссии по ценным бумагам, ни стандартизированного аудита в нашем понимании. А как они тогда проверяли факты? А институциональная проверка фактов сводилась к статусу джентльмена и качеству бумаги, на которой напечатан сертификат. Серьезно? Просто смотрели на бумагу? Брокеры на Ломбард-стрит привыкли доверять внешним атрибутам власти и богатства. То есть, если человек выглядит как лорд, говорит как лорд и предоставляет блестяще отпечатанный проспект, рынок просто верил ему на слово. С ума сойти. И именно в эту институциональную брешь и шагнул наш герой Грегор МакГрегор. Да, как к себе домой. Меня здесь просто поражает диссонанс. Финансовые рынки Лондона – это снобы, аристократы, прагматичные математики. Угу.
И как в их ряды зарисовался человек, чья биография больше похожа на сценарий приключенческого романа с элементами какой-то черной комедии. О, биография у него потрясающая. Давайте посмотрим на его досье. Он родился в 1786 году в Шотландии. И, что интересно, очень гордился своим родством с знаменитым Робом Роем. Да, пытался казаться благородным разбойником. В 16 лет он вступил в британскую армию. Причем семья, как это тогда было принято, просто купила ему офицерский патент. Но карьера в Европе закончилась, скажем так, бесславно. Ссора с начальством и увольнение. И вот тут, мне кажется, проявляется его главная черта – феноменальная способность к адаптации. Он же как хамелеон. Абсолютно. В 1812 году он отправляется в Южную Америку. Прямо в эпицентр войны за независимость. Это жениться. Причем не на ком-нибудь, а на Хосефе, кузине самого Симона Боливара. Вот это нетворкинг. И военная карьера там у него была, мягко говоря, неоднозначной. Я читала, что, с одной стороны, он стал настоящей легендой. Да, после 16-го года. Он совершил 34-дневное отступление к Барселоне в Венесуэле под ударами испанских войск и проявил такой тактический гений, что Боливар назвал его ксенофонтом Америки. Звучит как просто идеальное резюме. Ну, звучит да, но исторические документы показывают и совершенно обратную сторону. Ага. Вот тут начинается самое интересное. Если присмотреться к его дальнейшим действиям, становится очевиден паттерн абсолютной беспринципности и трусости. Например. При захвате острова Амилия у побережья Флориды он просто бросил своих солдат при первых же признаках опасности. Так. А эпизод в Порто-Белло вообще доходит до абсурда. Испанцы застали его лагерь врасплох. И что делает наш великий генерал? Вместо того, чтобы командовать обороной, он выбрасывает из окна свою кровать. Подожди, кровать. Да. Прыгает за ней следом, доплывает на этом куски дерева до своего корабля и приказывает поднять паруса. Просто жесть. А его люди? 200 его солдат были оставлены на растерзание испанцам. В голове не укладывается. И за это Боливар, кстати, заочно приговорил его к смертной казни через повешение. Именно. Так каким же образом генерал, который бежит от виселицы верхом на кровати, превращается в правителя целой страны? А вот смотри. В 1820 году Макгрегор оказывается на берегу Москитов. Это территория современного Гондураса. Глухие дикие джунгли. Да, он встречается с местным вождем индейцев, который называл себя королем Георгом Фредриком Августом. И Макгрегор выменивает у него кусок дикой земли. За ром и дешевые украшения. Да, площадью 8 миллионов акров. Просто для понимания масштаба, это территория размером с Уэльс. И вот здесь вступает в игру маркетинг, просто гениальный пиар. В 1821 году он возвращается в Лондон не как опальный военный. О нет, он теперь его светлость. Принц или касик независимого государства пояс. И он же не просто какие-то байки в тавернах рассказывает. Он выстраивает иллюзию на системном уровне. Это просто невероятно. Да, там разрабатывается государственный флаг с зеленым крестом. Рисуется сложнейший герб, который поддерживают индейцы и единороги. Пишется национальный гимн. Но вершиной этой иллюзии стал путеводитель, изданный в 1822 году. 355 страниц. Якобы написанных неким капитаном Томасом Стрэнджвейсом. Которого, конечно, не существовало. И этот путеводитель, по сути, идеальный питч-дек XIX века. Там есть все. От анализа климата до обещания дивидендов. Абсолютно. В нем Пояис описывался как настоящая утопия. Плодородная почва, которая дает 3 урожая кукурузы без всяких усилий. Климат, исцеляющий лихорадку. Реки, полные золотых самородков. И самое главное, там было детальное описание столицы – Сент-Джозефа. С широкими бульварами, купеческими домами, банками, кафедральным собором. И эта книга была написана таким сухим академическим языком, с таблицами, с графиками. Это придавало ей невероятную легитимность. Но дальше больше. Дальше начинается финансовая архитектура аферы. Самое интересное. На лондонской бирже выпускаются государственные облигации Пояиса на 200 тысяч фунтов стерлингов под те самые привлекательные 6%. Угу. И одновременно продаются земельные сертификаты. Цена начинается с 2 шиллингов 3 пенс за акр. Это примерно дневной заработок рабочего. Но из-за искусственно созданного ажиотажа
цена очень быстро вырастает до 4 шиллингов. И здесь важно понять, как именно он легитимизировал свои бумаги. Ты упоминал, что он печатал доллары по ЯЭС на станках Банка Шотландии. Да, было такое. Я как раз смотрела на этот факт в источниках, и у меня просто пазл не сходился. Как один из старейших банков Великобритании мог позволить печатать деньги для вообще выдуманной страны? Разве у них не было службы безопасности или комплаенса? В этом и заключается парадокс тогдашней системы. Макгрегор ведь не обращался к правлению банка за кредитом или партнерством. А что он сделал? Он просто нанял официальную типографию, которая обслуживала Банк Шотландии. То есть типографская краска, водяные знаки, качество бумаги — все было абсолютно идентично настоящим британским фунтам. А печатники что? А печатники просто выполнили частный коммерческий заказ, джентльмена, готового платить наличными, никто не задавал вопросов. И для обывателя надпись, отпечатана в официальной типографии Банка Шотландии, служила просто железобетонным доказательством подлинности. Безусловно. Слушай, ну это гениально в своей простоте. Это как если бы сегодня кто-то создал лендинг для сомнительного ICO, скопировал белый лист успешного блокчейна. Да-да-да. Арендовал офис в финансовом квартале на 1 день для съемок рекламного ролика. А сами токены разместил на серверах правительственного агентства, просто потому что оплатил там хостинг. Точное сравнение, и никто не догадывается позвонить и спросить, а реален ли этот проект. Красивая упаковка полностью отключает критическое мышление. И здесь же был задействован еще один, но невероятно мощный психологический рычаг. Макгрегор целенаправленно ориентировался на своих соотечественников-шотландцев. Он играл на глубокой национальной травме. Речь о Дарьянском проекте. Именно. В конце 17 века Шотландия попыталась создать собственную империю, основав колонию на Панамском перешейке – Дарьен. И проект обернулся катастрофой. Ужасной катастрофой. Колонисты погибли, Шотландия оказалась на грани банкротства. Что в итоге, кстати, привело к потере независимости и акту об унии в 1707 году. И тут Макгрегор приходит и говорит: «Мы возьмем реванш. Мы, шотландцы, докажем Лондону, что способны построить великую и процветающую колонию». Он превратил банальную финансовую спекуляцию в патриотический долг. Да, и национальная гордость окончательно ослепила инвесторов. И это ослепление приводит к чудовищной развязке. Конец 1822 и начало 23 года. 2 корабля, Гондурас Пакет и Кеннерсли Касл, отчаливают из портов Великобритании. На борту около 250 колонистов. И это же не какие-то маргиналы. Это семьи с детьми, профессионалы, эдинбургский сапожник, который получил официальный патент обувщика принцессы Пойса. Банкиры, едущие возглавить Национальный банк. Они продали все. Путь занимает 2 месяца. И по прибытии их ждал шок, который, просто сложно даже описать. Они сошли на берег и увидели только сплошную стену джунглей, болота и тучи гнуса. Никакого Сент-Джозеф. Никакого оперного театра, никаких бульваров. И капитан первого корабля, осознав масштаб происходящего и увидев приближающийся шторм, он же принял совершенно циничное решение. Он просто поднял паруса и уплыл, прихватив с собой часть провизии и жизненно важных медикаментов. А затем к этим измученным людям выходит тот самый местный индейский вождь. Да, и сообщает британцам, что Макгрегор действительно выменил право находиться на этой земле. Но он не имел никакого суверенного права продавать участки, выдавать паспорта или создавать правительство. То есть люди оказались посреди тропического ада абсолютно нелегально, без еды и защиты. И начался сезон дождей. Лагерь охватили эпидемии желтой лихорадки и малярии. Укрытий не было, лекарств не осталось. Люди умирали сотнями в страшных мучениях. Тот самый эдинбургский сапожник, осознав, что привез свою семью на верную смерть, он застрелился. Из 250 человек в тех джунглях погибло не менее 180. Выжили лишь около полусотни человек. Их совершенно случайно обнаружило судно, направлявшееся в Белиз. Да, эту горстку изможденных людей спасли и в итоге отправили обратно в Лондон. И вот тут, казалось бы, наступает логичный финал.
Газеты публикуют списки погибших, в обществе вспыхивает грандиозный скандал, пресса требует головой Макгрегора. Ну, логично, да. Разъяренные выжившие должны были разорвать его на части, но происходит нечто совершенно иррациональное. Происходит то, что сегодня назвали бы масштабным когнитивным диссонансом или таким проявлением стокгольмского синдрома. Так, Когда эти выжившие, потерявшие семьи, имущество и здоровье, вернулись осенью 23-го года в Великобританию, угу. некоторые из них отправились к нотариусам и подписали письменные показания в защиту Макгрегора. В голове не укладывается, как психика вообще может такое оправдать. Человек же буквально отправил их на кладбище. Понимаешь, масштаб лжи был настолько колоссальным, что признать правду означало признать себя абсолютным глупцом. Который добровольно убил собственных детей. Да, легче было поверить в заговор. Они винили капитанов кораблей, агентов, нерадивых чиновников, кого угодно. Они свято верили, что их благородный принц Паяеса сам стал жертвой обстоятельств. А райский город, он просто находился где-то в другой части джунглей, а они высадились не на том берегу. И, воспользовавшись этим безумным заступничеством, наш мошенник решает не испытывать судьбу в Лондоне и сбегает в Париж. Но он не ложится на дно. Он запускает машину заново. Пишет новую конституцию Паяеса, объявляет его республикой и открывает подписку на новый займ в 300 тысяч фунтов через французскую компанию «Нувель Ностри». Снова продаются земли, снова фрахтуется корабль с французскими колонистами. Но Макгрегор не учел разницу в государственном устройстве так. Да. Если лондонская биржа была таким частным клубом, где царил дух свободного рынка и минимального вмешательства, то Франция после революции Наполеона представляла собой жестко централизованное бюрократическое государство. То есть сработала банальная проверка бумажек. Именно. Когда десятки людей начали приходить в префектуры и запрашивать официальные паспорта для выезда в государство ПАИС, Чиновники открыли карты Министерства иностранных дел и, естественно, никакой страны там не нашли. французская полиция сработала мгновенно. Корабль с колонистами задержали прямо в порту Гавра, а Макгрегора отправили в тюрьму Ла-Форс. Суд состоялся в 1826 году в Париже. Казалось бы, факты налицо. Выдуманная страна, фиктивные облигации, сотни трупов в первой экспедиции. Как он выкрутился на этот раз? Его защита — это просто мастер-класс по манипуляции. Адвокат зачитал огромную на 5000 слов биографию Макгрегора. И от первого до последнего слова это была чистая выдумка. Которая описывала его как величайшего героя современности, а всю вину гениально свалили на французского партнера по имени Легуби. Который благоразумно сбежал в Нидерланды со всеми финансовыми документами. И чем дело кончилось? Суд осудил сбежавшего Легуби заочно, а Грегора Макгрегора полностью оправдали по всем статьям. Серьезно? Более того, французские судьи даже публично похвалили его за благородное поведение и открытость в ходе следствия. Это был абсолютный триумф харизмы над фактами. Правосудие оказалось бессильно перед уверенностью афериста. И, выйдя из французской тюрьмы, он возвращается в Лондон в 27 году. И что он делает? Запускает новый займ. Запускает новый займ. Теперь уже на 800 тысяч фунтов стерлингов. И люди, несмотря на газетные расследования и вернувшихся выживших, снова несут ему деньги. Правда, постепенно интерес все-таки угасает. Хоть так. Но не из-за прозрения масс, а из-за постоянных дефолтов по выплатам процентов и появления на рынке других, менее изобретательных подражателей, продающих фиктивные земли. Конкуренция, так сказать. Слушай, а финал жизни Макгрегора звучит вообще как злая насмешка над исторической справедливостью. В 1938 году после смерти жены он решает вернуться в Венесуэлу, ту самую страну, где Боливар когда-то приговорил его к смерти. Но Боливара уже нет в живых, и Макгрегор пишет такое слезное прошение правительству. Красочно расписывает свои былые заслуги в борьбе за независимость, называет себя ветераном и жалуется на тяготы изгнания. И венесуэльское правительство верит этой версии. Ему не просто разрешают вернуться. Да, ему восстанавливают звание генерала дивизии, назначают солидную государственную пенсию с выплатой всех задолженностей за годы отсутствия. То есть человек, организовавший одну из самых смертоносных афер в истории финансов, спокойно доживает свои дни в Каракасе. И в 1945 году он мирно умирает. И его хоронят в кафедральном соборе с полными воинскими почестями, как национального героя.
На его похоронах не было сказано ни единого слова о сотнях людей, заживо сгнивших в джунглях Паяеса. Знаешь, эта история далеко выходит за рамки какого-то исторического курьеза об удачливом мошеннике. Это жесткий такой структурный урок о том, как функционирует массовая психология на фоне экономических сдвигов. Я согласен. Когда отсутствие достоверной институциональной информации накладывается на отчаянную жажду быстрого обогащения, А во главе процесса стоит харизматичный, непоколебимо уверенный в себе лидер. в обществе возникает просто колоссальная слепая зона. Логика, критическое мышление, инстинкт самосохранения – все это перестает работать. На протяжении всего нашего исследования мы говорили о механиках, о государственных облигациях, земельных сертификатах, типографских станках. Но если посмотреть в самый корень, МакГрегор ведь не продавал землю или финансовые инструменты. Настоящим продуктом, который он производил в промышленных масштабах, была надежда. Абсолютно. В стагнирующей Великобритании, уставшей от десятилетий кровопролитных войн, среди людей, ищущих выход из серых будней, он продавал блестящую утопическую мечту. Мечту о новом идеальном мире, где можно начать с чистого листа и стать частью великого проекта, просто купив красиво отпечатанную бумажку. И картина-то выглядит так. Изменились технологии, но человеческая природа осталась прежней. Если вдуматься, люди по-прежнему подвержены соблазну купить точно такой же билет в рай. Да, только сегодня вместо кожаных переплетов путеводителей используются глянцевые презентации. Мы видим, как миллиарды долларов вливаются в обещание построить утопические города в пустыне Или колонизировать Марс в ближайшие пару лет. или создать искусственный интеллект, который решит вообще все проблемы человечества. И часто эти инвестиции опираются не на строгий аудит, независимые проверки или законы физики, а исключительно на слепую веру в харизму создателя. Стоит задаться вопросом, какие из сегодняшних грандиозных проектов, обещающих нам золотые реки и исцеление от всех болезней, окажутся лишь непроходимыми джунглями, как только рассеется маркетинговый туман?